Ситуация в городе Коркино Челябинской области, который уже прославился на всю страну народным бунтом против цыганского беспредела, вновь близка к обострению. Стало известно, что туда возвращается цыганская диаспора, ранее покинувшая город на фоне беспорядков. В соцсетях появляются анонимные сообщения от местных жителей. Цыгане угрожают им в магазинах и на улице. Многие коркинцы уверены, что диаспора никуда не уезжала вовсе, а просто отсиделась в своих домах. Дома баронов взяты под усиленную охрану, возле них постоянно дежурят машины полиции и МЧС. 400 полицейских продолжают патрулировать город и окрестности. Тем временем новый глава администрации Александр Орел называет фейком информацию, что обстановка в Коркино накаляется. Но люди не доверяют этим сообщениям и на всякий случай по вечерам сидят дома, они опасаются мести со стороны цыган. В связи со всем этим в город едет глава Комитета Госдумы по делам национальности Яна Лантратова, чтобы узнать от людей правду. Обо всем этом и расскажем в этом выпуске. Поступают сообщения, что цыгане возвращаются в Челябинское Коркино, откуда массово уехали после расправы над женщиной-таксисткой и последовавших митингов. Про обстановку в городе и окрестностях рассказали местные жители. В Коркино снова волнение. По словам горожан, цыгане массово стали возвращаться в свои дома. Почти все приехали обратно. Хоромы баронов взяли под усиленную охрану, дома обычных цыган вроде нет, подтвердила информацию местная жительница. Еще один собеседник утверждает, что многие цыгане никуда не уезжали, просто затаились на первое время. Около больших особняков стоят машины МЧС и полиции. Чувствуется, что обстановка снова накалена. Хотя в первые дни после шумихи было спокойно. Местные взволнованы, что снова может что-то начаться. Женщина рассказывала, что на днях столкнулась в пятерочке с цыганом, который начал ей угрожать. Жительница Еманжелинска, где коркинские цыгане пережидали беспорядки, рассказала, что ее соседи уехали в Екатеринбург, да так и не вернулись. В Еманжелинске, в отличие от Коркино, полиции на улицах нет вообще. А люди здесь тоже крайне недовольны таким соседством. Цыгане нигде не работают, их мужчины не служат в армии. Некоторые угрожают местным, что будут мстить. Вроде некоторым цыганам в эти дни вручили повестки для службы в армии, но почему-то народу не говорят, сколько именно человек получили их на руки. Проблема с ними уже зреет десятки лет. После случившегося тише они себя вести не стали, просто их поменьше стало. Но любой серьезный инцидент и вспыхнет снова. Я думаю, это только начало. На вопрос, куда уезжать цыганам, собеседница уточняет, что речь не идет о межнациональном конфликте и людей никто не прогоняет. Негативные эмоции у населения вызывает их образ жизни. Есть факты, что они торгуют наркотиками, воруют. Их безграмотные дети лазят по нашим огородам, обносят бабушек-дедушек, слоняются на улице целыми днями. Самое поразительное и страшное, что они не хотят ничего менять, объясняют такой образ жизни традиций. А мы же с ними контактируем. Люди не требуют выгнать их, мы хотим, чтобы они работали, как все, отдавали долг родине, служили в армии. Необходимо отслеживать их образ жизни. Где опека? Почему она не видит, что цыганские дети не учатся? Опека ведь знает про их существование, их семьи получают пособие, но никто не проверяет, как они живут. Некоторые цыганские девочки выходят замуж в 12-13 лет, рожают. Это вообще как? Они как будто невидимы для контролирующих органов. Им слишком часто дозволено то, что запрещено другим. А они ходят, смеются нам в глаза. После последних событий говорят: вы еще пожалеете. Их нужно попытаться научить жить по-человечески. У цыган есть два варианта: либо поменять образ жизни, либо просто уехать отсюда. Ничего сложного. Исполняющий обязанности главы администрации Коркино попытался погасить опасения жителей города, прокомментировав ситуацию в своем телеграм-канале. Но вышло не очень удачно. По неизвестным причинам пост о том, что цыгане возвращаются и обстановка напряженная, был срочно изменен на призыв не верить фейкам. Нахожусь в постоянном контакте с оперативным штабом. Хочу заверить, ситуация стабильная. Очень прошу жителей не доверять непроверенной информации. Проблема в том, что жители Коркино успели прочесть предыдущий вариант и задались вопросами, как теперь верить власти. Но, конечно, они возвращаются в свой район. У них тут дома, имущество, не бросать же.
Некоторые, похоже, и не уезжали, а просто попрятались. Полиция патрулирует Тимофеевку, внешне все спокойно, хотя ощущается какое-то брожение. Знакомые говорят, что встретили цыгана, который довольно грубо с ними общался, намекая, что их община просто так все это не оставит. «У нас есть некоторый страх, что как полиция уйдет, они начнут все по новой», рассказал журналистам один из местных жителей. Источник в силовых структурах подтверждает, табор просто затаился и ждет, пока все успокоятся. Но бросать свои дома и, главное, источники дохода они точно не собираются. Это просто невозможно, чтобы они сделали такое добровольно. Во-первых, для понимания, у цыган довольно четко выстроена иерархия, они живут по принципу территориальных общин. Соответственно, у каждого табора есть свой надел, который ему был предоставлен при разделении на общем совете баронов. Во-вторых, у них есть свой бизнес, в том числе, как хорошо всем известно, криминальный или околокриминальный, то есть наркотики, подпольная торговля водкой, гадалки, вымогательство и так далее. А это означает, что есть свои прикормленные правоохранители и чиновники. Если кто-то возьмется опровергать это, пусть ответит на простой вопрос, а как им удается продолжать свою деятельность, строить свои дворцы и покупать дорогие тачки? Так что ничего удивительного в том, что Коркинский табор постепенно вернется, нет, уверен собеседник. Сначала вернутся старшие, потом все остальные. По его словам, первое время открыто угрожать они не будут, так больше намеками. Одновременно начнут восстанавливать и налаживать связи с правоохранителями и местными властями, без этого никак. Впрочем, именно сейчас, по данным местных активистов, полиция все-таки серьезно взялась за дело. Они говорят, что силовикам известно об угрозах цыган отомстить. Местные возмущены случившимся и тем, что давно было. Ну и цыгане, по информации от жителей, обещают им отомстить. Поэтому там очень много патрулей, экипажей. И в резерве люди стоят. Ну и продолжаются следственные действия, обыски проводят как в самом Коркино, так и в близлежащих поселках. Где собрались анклавы цыган, рассказал журналистам о ситуации руководитель русской дружины Челябинской области Владимир Черепанов. Депутат Яна Лантратова планирует провести встречу с жителями города. Для ответов на вопросы обещает взять с собой представителей региональной и местной администраций. Во вторник в ФОК мы организуем большую встречу, на которой вы сможете задать интересующие вас вопросы. Будем составлять карту проблемных мест, чтобы ни одна поднятая вами тема не осталась без внимания. Под объявлением о встрече целый залп эмоциональных ответов коркинцев. Большинство не поняли, почему встреча назначена на такое неудобное время, в 4 дня, многие еще на работе. Но общий настрой един. Нам будет, что вам сказать. Коркинцы отмечают, что в 2020 году они уже жаловались на цыганскую диаспору. Собрали большое количество подписей под петицией, которую отнесли в местную администрацию. Делу дали ход и тут же прекратили. Было собрано около 3000 подписей, и все это было отдано главе города Лощининой. Через месяц к нам, кто составлял это заявление, приехали из Челябинска следователи, женщина и мужчина. Обвиняли нас в том, что мы наговариваем на цыган. Мы же и остались виновными. В коркинских пабликах люди продолжают высказывать свои претензии чиновникам, до последнего времени не реагировавшим на поведение диаспоры. А как насчет проверки по поводу подтопления? Ведь им выдали помощь на всех, выплаты были сразу без всяких комиссий. В соцзащите битком были они. Русские комиссию ждали по 2 месяца, когда уже своими силами все восстановили. И еще такой отклик. Вечное унижение со стороны данных граждан. Напрямую из их уст летели такие фразы. «Вы, русские, лохи, работаете на нас, на наши семьи, на наши пенсии». Тем временем семья убитой Елены Сарафановой поблагодарила всех, кто поддерживал их в горе. Свое обращение мама, брат и дети покойной опубликовали в паблике «Чем живет Коркино». Наша Елена была добрым, отзывчивым, честным, справедливым и светлым человеком, хорошей дочерью, сестрой и любящей мамой. Огромное спасибо всем за поддержку. Низкий вам поклон. Что думаете насчет всего этого, уважаемые зрители? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!